Двигатель заведен? Да, все в порядке. Поехали. Ну, привет всем хорошим людям и добро пожаловать на канал Custom Truck. Я рад приветствовать каждого зрителя нашего канала. Очень приятно, что вы смотрите, ставите лайки и, конечно же, подписываетесь на наш канал. Не забывайте этого делать, потому что это нас мотивирует. Как вы написали под прошлым видео, некоторые заметили, некоторые нет, мы будем строить гоночный МАЗ. Под всеми предыдущими сериями вы писали: зачем тебе этот металлолом, зачем тебе этот МАЗ, захоронение. Это всегда интересно почитать, повеселиться, потому что мир комментариев Ютуба — это отдельный мир. Вот, так что не забывайте оставить ваш комментарий с мнением о том, что происходит у нас здесь. Это всегда прикольно. Вы не ослышались, мы строим гоночный МАЗ, спортивный МАЗ. Я не знаю, как его правильно назвать. Обязательно пишите в комментариях, как мы его будем называть. Может быть, Мазератти, может быть, еще что-то. Ну, я не знаю. Я думаю, у вас более бурная фантазия, и вы наверняка что-то придумаете. Вот. Ну, а сейчас я хотел бы маленький экскурс в историю о том, чтобы вы понимали, что я собираюсь строить. Но мы его планируем строить в лайтовом режиме, в таком, чтобы это не затягивалось на какие-то длительные сроки. Так что маленький экскурс в историю. Ну а вы обязательно присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай, откладывайте печенье, но мы начинаем. Началось все с того, что в 1987 году на МАЗе инициативная группа молодых инженеров загорелась идеей участия в грузовом кольце на МАЗе. Поскольку в то время гонки проводились как состязания перевозчиков, а не заводских команд, наша Софтрансавто получила приглашение от организаторов гонок в Венгрии. Софтрансавто обратилась на МАЗ с просьбой помочь в подготовке машин. На тягачи установили каркасы безопасности, редуктор с измененным передаточным отношением, задние амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости. В ходе гонки на отдельных участках МАЗы разгонялись до 150 км в час и пересекли финишную отметку 13 и 14, а всего участвовало 30 тягачей. В 1988 году организаторы гонок дали зеленый свет для участия в чемпионате заводов. Теперь пригласили и Софтрансавто, и сам МАЗ. На заводе было принято решение о создании собственной команды. На новый МАЗ установили 700-сильный ЯМЗ-8424. МАЗ 5432С с серийным грузовиком уже имел мало общего. Машина и пилот показали себя неплохо, 10-е место в официальном зачете. Что касается команды Софтрансавто, то она выступила слабее мазовцев, 14-е место. Далее на МАЗ установили уже 730-сильный мотор ЯМЗ, машину облегчили на 500 кг и установили другой задний мост. Автомобили команда показывали стабильные результаты, но по многим причинам, прежде всего финансовым, пришлось пропустить следующие этапы. Между тем машина обрела уже двигатель мощностью 930 лошадиных сил и новую коробку передач. Лучший результат в сезоне 1989 года – 8-е место в Бельгии. А осенью началось изготовление нового кольцевого тягача. На Минском моторном заводе предприняли попытку установить 4 турбины на ярославский мотор. Но без необходимых расчетов эксперимент был обречен. Из-за неверного выбора подвода масла к осям 2 турбины закоксовались. 1991 год на машину установили передние дисковые тормоза Lucas. Машина в 1991 году далеко ушла от предшественниц. Двигатель был сдвинут назад, а его мощность ярославские инженеры довели до 1100 лошадиных сил. У мотора доработали ТНВД и турбокомпрессор. Во время гонки от столкнувшихся впереди тягачей отлетел кусок облицовки и срезал сливной кран системы охлаждения на минском грузовике. Вся жидкость охлаждающая вытекла, и в итоге МАЗ финишировал 10-м, пройдя основную часть гонки на двигателе без охлаждения, который чудом не заклинило при перегреве, но уникальный мотор все равно был потерян. На ЯМЗ в сжатые сроки сделали еще один такой мотор, но уже 1300 сильный, и это позволило мазовцам поехать в Бельгию, Францию и Англию. Гонка в Англии 8 и 11 место, гонка в Англии за кубок Lucas 3 место.
От фирмы Bridgestone МАЗ получает серебряный кубок «Дух команды». Казалось бы, команду ждет большое будущее, спонсоры, деньги, полноценное участие в соревнованиях, но никто не знал, чем все это обернется. 1992 год, двигатель объемом 18 литров теперь был оснащен двумя турбокомпрессорами и совершенно новым ТНВД и развивал 1300 лошадиных сил. Сцепление с гидропневматическим приводом, в круг дисковые тормоза Lucas с АБС, спортивный рулевой механизм ZF, подвеска на жестких короткоходных рессорах с амортизаторами и стабилизаторами, литые колесные диски, система пожаротушения, и команда в апреле приняла участие в гонках в Англии, показав там хорошие результаты. Пришло время выезжать на второй этап во Францию, но у минчан не было виз. В итоге все хлопоты с оформлением документов взял на себя спонсор Деннисон, и команда смогла поехать во Францию. МАЗ занял второе место в общем зачете. Никогда раньше МАЗ не достигал такого успеха. Казалось бы, все отлично, но вместо поздравлений команда получила из Минска телеграмму, которая призывала в срочном порядке вернуться. Уже в Минске на месте начались разборы полетов, как, минуя руководство завода, спортсмены выехали во Францию. После разбирательств вышел официальный приказ о прекращении деятельности МАЗ. И это, увы, было концом команды. Как вы знаете, сейчас у нас серьезные морозы. И одна из важных вещей, которые нам нужно сделать, это поменять масло в МАЗе. Потому что каждые его запуски вот в морозный день, это просто убийство мотора. Потому что там в моторе кисель, явно никто не обслуживал его. Поэтому наша задача это слить старое масло, почистить фильтра, центрифуги. И после этого зальем свежачок. Работка грязная, да, и на морозе это нужно сделать с прогревом. Поэтому сейчас мы возьмем паяльную лампу. Огромное всем спасибо, кто нам подсказал, как ее реализовать правильно. Советская лампа, но у нас была проблема с клапаном. Там. Я клапан попытался усовершенствовать, сделал его там на шарике, но это, к сожалению, не помогло. Поэтому сделан сосок, вот такой от камеры обычной велосипедной, и в принципе я проверял, работает. Потому что вот эта лампа современная, она, к сожалению, работать не хочет. Возможно, некоторые экземпляры удачные, наша какая-то неудачная. Просто бензин выливает и все. Ну, видимо, плохой распылитель, потому что на современных лампах распылители, они либо металлические, либо какие-то латунные, а на старых советских они чугунные. И это работает совсем по-другому. Так что запаливаем лампу и греем поддон, прежде чем сливать масло. Пару лет назад Леша подсказал, что можно перед тем, как лампу запускать, тщательно прогреть вот эту часть, где идет спираль. И тогда лампа запускается гораздо быстрее и не нужно ждать ее прогрева. И вы знаете, это работает. Я уже тоже это испытал. То есть берешь, греешь, и она начинает работать уже быстро очень. То есть, буквально минутка, и она уже готова к использованию. Ох, этот звук из детства этой паяльной лампы. Люди на северах постоянно используют такие вещи. Но нам, в принципе, пригождается только тогда, когда большие морозы. Как раз хорошо, что она горит не сильно и не выпекает масло в одном месте. Важно, чтобы равномерно тепло распределялось, иначе потом масло выкипает в одной части поддона. И это не есть хорошо. Я погрел поддон, и сейчас посмотрим, запустится ли наш МАЗ. На улице где-то минус 25, но в гараже примерно вот до открывания ворот, наверное, 18, может быть, чуть-чуть теплее.
Схватывает, но, вы знаете, не хочет. Боюсь посадить аккумуляторы, поэтому чуть-чуть пшикнем быстрого старта. Для МАЗа быстрый старт — это очень опасно. Блин, прямо... Ну, звуки не очень приятные, но он запустился сразу. Больше так не будем делать. Очень много дыма. Порядка 150 грет по шкале Тумбер. ЯМЗ хороший мотор, но вибрации, которые он создает, это непередаваемо, потому что в офисе находиться просто невозможно. Вот, конечно, КамАЗовский мотор, вот Зиловский в том числе, работает гораздо мягче. А ЯМЗ это тремор такой, что ого-го. Ничего не видно. Я часто говорю о хороших людях на жизненном пути. На моем жизненном пути не всегда встречаются хорошие люди, но я все равно продолжаю верить, что мне будут встречаться только хорошие люди. Вам я этого тоже очень сильно желаю. И очередное подтверждение хороших людей — это вот это. Просто приехали подписчики и привезли запчасти на Мазерати. Представляете? 2 крыла, какие-то там подножки. Но это же круто. Это круто, когда ты идешь вот так вот, а человек уделил этому время, потратил на это время и не пожалел. Понимаете? То есть он где-то, у него было это хранилось, и он, ну, нам подарил. Это очень круто. Это очень круто, когда люди готовы вот так вот помогать другим людям. Спасибо огромное тому человеку, который принес эти вещи. Потому что внутри уже находиться просто невозможно было. Воздух он накачал, с ручника снялся, никаких проблем. Эта машина мне очень нравится. Да, он чувствуется, что он такой весь железный, жесткий, тяжелый, но интересный. Когда речь заходит о сливе какой-то жидкости, зрители нашего канала почему-то напрягаются. Не знаю почему, но у меня есть догадки. Совсем легко крутится уже. Ай-ка забилась-то. Это катастрофа была, парни. Откручиваем сливную пробку. И надеемся на чудо. Пошел процесс. Только отмыли тазик с Юрой, и опять приходится его грязнить. В Вольве меняли масло. Блин, и перчатки испортил. Масло будет сливаться, ну, долго. Я думаю, полчаса, часик. Пусть плывет, плывет, сколько сольется, столько наше, как говорится. Ну, а я поднимаю кабину и будем откручивать остальные вещи. Центрифугу, фильтр масляный. Там тоже много может быть всего интересного. Считаю, что подъем кабины — это ахиллесова пята этой машины. На КамАЗе сделано так, что ты откидываешь язычки и руками поднял кабину на торсионе. Ну, прям сказочная конструкция. Потому что вот это гидравлический способ подъема кабины, это всегда проблема. Не зря на КамАЗах со спальником там сразу убирают эту гидравлическую систему, потому что гораздо проще и быстрее поднять кабину просто механически руками, нежели чем вот так каждый раз мучиться. Это хорошо, что еще эта система работает, а эта система часто выходит из строя. Две вещи нам нужно открутить: фильтр масляный и центрифугу. Я его уже отжал, масляный. Сейчас
Надеюсь, что он там не сменный, а тот, который моется. Вот мы когда на Мазокране делали обслуживание мотора, то там фильтр был, который можно просто бензинчиком помыть, и все. И он может служить опять. Ой. Открылась дверь. Ух, бляха. Масло поплыло с фильтра. Опять я начудил. Ну там картонка. Нам повезло. Блин, к сожалению. Так это выглядит. Сейчас уберем как-нибудь. Там догорает картонка с маслом, а я здесь откручиваю центрифугу. Уже снял колпак. И пытаюсь открутить. Но одной рукой не смогу. Сейчас посмотрим, что там внутри. Друзья, у автодилеров осталось очень много автомобилей 2025 года. Поэтому, если вы подыскиваете себе автомобиль, то сейчас самое время воспользоваться интересными и выгодными предложениями. А с бесплатным сервисом Автоспот найти максимально выгодный вариант проще простого. Не нужно звонить или ездить по автосалонам, достаточно открыть сайт или мобильное приложение Автоспот и выбрать из огромного каталога, в котором собраны практически все марки автомобилей. Я уверен, что вы обязательно найдете что-то на свой вкус. При этом все предложения от официальных дилеров. Самое главное, что вы сможете посмотреть, какая скидка вас ждет при покупке в кредит, трейд-ин или за наличные. Не забывайте сравнивать цены в разных городах, ведь скидка в соседнем городе может быть значительно больше. А чтобы скидки всегда были под рукой, скачивайте бесплатное мобильное приложение Автоспот, в котором вы точно так же можете выбирать себе новый автомобиль, сравнивать цены и скидки, записываться на техническое обслуживание вашего автомобиля, кстати, тоже со скидкой. Максимально удобно, в 2 клика и всегда под рукой. Мобильное приложение обязательно рекомендую скачать. Ну а ссылку на Автоспот я оставил в описании. Проходите и пользуйтесь, а я буду дальше заниматься нашим МАЗом. Какой нас сюрприз ждет в центрифуге? Давайте посмотрим вместе. Бляха-муха. Нас здесь ждет максимальный сюрприз. Максимальное количество чачи. Грязи. Максимальное количество грязи. А то обижаются у нас казахи. Говорят, чача это... Или кто там казахи? У кого чача? Пишите. Это священный напиток. Это ужас. Сколько здесь грязи. Вот такой слой. Один из максимальных. Сейчас мне предстоит все это отмыть. И после этого мы можем собирать обратно. Вот эта штука, кстати, очень классно горит в печке. Я отмыл почти все детальки, но с фильтром у меня возникла большая проблема. Я ничем его не могу отмыть. То ли он замерз так сильно, то ли что. Но проблема в том, что он должен быть такой, знаете, светленький, желтенького цвета. Ну вот он частично здесь вот просматривается, но в основном это налет. Вот. Вот я добрался до фильтра. Не знаю, видно вам, не видно. Вот в этой части он как бы чистый. А в остальном везде налет. Налет. Ну вот периодически проявляется. Но буду сейчас отмачивать его. Как-то. О, вот здесь отмок уже. В общем, нужно отмачивать явно. Параллельно с Мазератти соорудил вот такой стенд для испытания Вибасты. Оригинальная Вибаста, которая стояла у нас на Вольве. И вроде она работает. Вот запустилась. Купил в Китае насосик топливный. Ну, на Озоне. Вот, и вроде работает. Так что к следующему сезону мы ее установим наверняка либо на Краза, либо на БРДМа. Возможно, на Краза, чтобы в салоне Краза было тепло. Фильтр я отмыл. Вот, ну, насколько смог, пришлось здесь и ножом стирать.
эту грязь всю снимать. Но вроде отмыл. Вот, центрифугу уже установил. И мне осталось только лишь установить вот этот фильтр. И в принципе можно будет уже заливать масло. Но внутри здесь очень грязно. И мне сейчас предстоит здесь как-то потихоньку, по чуть-чуть вымыть бензинчиком. Аккуратненько, не спеша, тряпочкой вымакивать. Комплект прокладок у меня есть, поэтому с этим не возникло проблем. Старая прокладка оказалась не очень. Вот такая вот. Все отмыл, очистил. Мне даже повезло, в закромах я нашел нужную нам резинку уплотнительную вот сюда. Новенькая стоит. Ну и мы можем уже собирать всю эту конструкцию. Вот так. Все фильтры установлены, и ответственный момент — это заливка масла. Блин, как это сделать, пока не понимаю. Ну как-то так вот надо. Масло стояло в офисе, тепленькое, поэтому должно бы залиться нормально. Главное, насколько мне хватит спины. Пускай сейчас немножко стечет, потому что оно может еще собираться в клапанной крышке точно так же. И потом могут возникнуть проблемы. Оставляем эту конструкцию в таком виде на ближайшие пару часов, может быть на часика 3. Вот, а я отправляюсь на вождение. Зрители на Бусти, а также зрители телеграм-канала знают, что я учусь на тракторные права высшей категории, там Кировец и т.д. и т.п. Серьезная техника. Вот, так что не забывайте подписываться на Бусти, тем самым поддерживайте нас и одновременно получайте доступ к уникальному контенту. Я каждые 2-3 дня снимаю коротенькие видео на телефон о том, что у нас проходит здесь в гараже, где мы находимся. Ну и, конечно же, там выходят и основные тоже видео. Так что не забывайте подписываться и не забывайте про наш телеграм-канал тоже. Так, сегодня мы катаемся на эксклюзивнейшем аппарате. Кто догадается, пишите. Сохран просто обалдеть. Все в идеале. Масло я залил, уровень проверил, кабину закрыл. Следующее, что я хочу сделать, это уже разобраться чуть-чуть с внутрянкой, потому что двери не открываются, стекла не опускаются, ну невозможно. Но еще хотел вам рассказать не об этом. Случилась необычная история. Я весь облился соляркой, полностью вот так вот, весь с комбезом, это уже другой комбез. В общем, мы мучаемся с Вольвой, но уже вроде бы мы нашли причину. У нас проблема была с топливным насосом основным на ней. Это вот этот насос, купили оригинальный вольвовский, он недорогой. Вот он, красавец. И у нас вот здесь вот было сделано... Такая вот специальная, как бы, тройничок стоял и манометр, чтобы проверять давление. И вот я решил снять этот манометр, снял, и отсюда меня вот так вот полностью всего залило, блин, солярой. Это ужас. Комбез, видимо, выбрасывать придется. Ну, к сожалению, естественно, на камеру это не попало. Но это было очень эпично. Все лицо, очки, все залило солярой. Это было ужас. Но сейчас Юра поехал еще дозаправим Вольву, купит солярочки, и вроде бы мы разобрались. Но вчера поехали тоже испытывать, и Вольва, вот этот шланг, который мы были сделали, он лопнул как назло. Вот понимаете, вот так вот. Он буквально чуть-чуть отъехал, там, перекрыл дорогу, пришлось УАЗиком вытягивать, и УАЗик стянул Вольву нашу с прицепом просто по асфальту. Стянул его на обочину, Вольвочку. Так что, УАЗик сила. Есть видео в Телеграме, а также есть видео на Бусти. Небольшой кусочек. Так что, если вам интересно, можете залететь, посмотреть. Но мы продолжаем заниматься дальше.
Также хотел бы поблагодарить Николая, который нам сделал подгон. Вот такую красоту. Запчасти на наш Мазерати. Еще есть один прикольный такой нюанс. Это небольшой тоже подгон. Смотрите. От Тадеуша, да? Тадеуш, по-моему. Это лапа для крана. Причем лапа такого европейского плана, вот не СССРовского. По-моему, сам Тадеуш то ли из Литвы, да, по-моему, из Литвы он или из Латвии, я уже не помню. А здесь временно был в Беларуси и вез с собой эту лапу через границу. В общем, огромное спасибо за такие жертвы. А также хочу передать привет Виктору и его девушке Екатерине тоже за маленький сюрприз. Вот, так что мир не без добрых людей. Огромное всем спасибо за поддержку. Друзья, субботний день, и я не трачу время зря. Решил подрасчистить немножко нашу территорию, потому что у нас чуть-чуть потеплело, пошел снежок, и вот сейчас чищу территорию. Немножко произошла первая поломка на нашем тракторе, ну небольшая, неприятная, можно так сказать. Потек вот этот сальник, причем потек, блин, зараза, достаточно сильно на цилиндре вот. Надо что-то или разбирать его, но я не совсем понимаю, как здесь он разбирается, что-то непонятное. И скорее всего, что для его разбора придется отпиливать вот эту часть и заново потом ее приваривать, потому что так уже здесь делали, видимо. Ну, не знаю, посмотрим. Вот, так что такие дела. Сейчас долил масло в гидравлику и продолжу вот эту часть убирать, потому что здесь тоже нужно подчистить нам. По-моему, друзья, это не попало на кадр, но у меня взорвалось колесо. Я, если честно, кирпичей почти навалил. Дело в том, что такой выстрел был, что мне показалось, что что-то лопнуло в гидравлике. А это взорвалось колесо. Так что внезапная работенка, блин, которая нам предстоит. Да, ну ладно, сейчас сделаем, выедем на более ровный участок, потому что нам нужно еще туда выгорнуть снег, потому что Юра сейчас приедет, и ему некуда поставить Вольву. Блин, ну
Я так испугался конкретно. Думал, что что-то, блин, лопнуло там. В гидравлике. Думал, или шланг, или какой. Вот, ну, что у нас здесь? Вроде бы масло прогрелось, и утечка стала гораздо меньше. Но, тем не менее, сделать бы желательно это. Блин, ну у нас есть запаска где-то, наверное. Она валяется. Блин. Наверное, под снегом. Ладно, сейчас выезжаем, будем менять оперативно колесо. Накачиваю запаску. Она, к сожалению, спущенная была. Ну, посмотрим. Неизвестно, сколько она лет не была накачана. Чуть откопал ее в снегу. Хорошо, что примерно помнил, где там у нас сугробы просто по пояс. Но все получилось. Это хорошо. Так что сейчас снимаем это колесико. Выдавился лапой, но ее не хватает. Нужно подложить что-то, оно больше поднимет. Вот, и будем откручивать ВДХ и попшик. Подложи. Работа по замене запаски у нас отняла примерно 10 минут. Но как она взорвалась, здесь же стена у нас рядом, как дала от стены, это ужас. Все, чистим дальше снежок. Сейчас сражаюсь вот с этой частью снега. Его вытаскиваю туда, вправо. Все отлично получается. Осталась вот буквально уже, третья часть, наверное. Т-16 на новой резине и вообще чистит обалденно. Ну и вроде все нормально, ведет себя адекватно. Цилиндр перестал плыть, видимо, это было связано все-таки с большим морозом, и поэтому, скорее всего, давило очень сильно. Но сейчас вроде работает нормально. Он плывет, но не катастрофично, как это было до этого. Ну а сейчас решил я вас прокатить в кабине. Посмотрите, как это изнутри выглядит, потому что я вспомнил, что в детстве мама она работала в коммунальнике, подсаживала к водителям, и я катался на технике уборочной, на зилах, на всяких машинах, и это было очень круто. Поэтому и у вас сейчас будет такая возможность. Поехали!
Блин, застрял немного. Заехал далеко. Лопата держит. Снизу лед. Сейчас выскочим. Передние колеса просто перевалились за вот этот брустер, который, видите, вот старый вот так шел. И поэтому они упирались как в стену. И трактор не выезжал. Но сейчас он уже выехал. Все, мне осталось здесь чуть-чуть еще поездить. Вот эти вот подсобирать вершки, чтобы уже лопатой не грести. И здесь немножко наведу порядочек, чтобы было проезд. Таким образом, субботний день в гараже прошел вот в режиме уборки снега. Это тоже хорошо, теперь будет порядок. Друзья, еще один важный момент, который нам нужно устранить, это не закрывающаяся дверь. Многие заметили в предыдущем видео, что я езжу с открытой дверью. Это все потому, что наш замок не закрывается как надо. Нам нужно его чуть-чуть сдвинуть сюда, чтобы дверь закрывалась. Потому что вот эта защелка, она, к сожалению, выскакивает из замка. То есть даже если закрываешь дверь, вот можно ее... Вот так вот и открывается она. Потому что, я так понимаю, сам замок не дозащелкивается. Поэтому сейчас открутим. Я попробовал. Один шуруп у меня уже пошел. Вместе с молотком. Все идет. И сдвинем немножко в сторону сюда. Хотя я уже вижу, что здесь вот может быть и возникнут проблемы. Что-то здесь было. Царапки какие-то, непонятки. В общем, сейчас попробуем, что с этого выйдет. Двери у нас не заводские, наверное. Я не знаю, вы писали в комментариях, что у нас ручки должны быть хромированные какие-то. Вот, эта дверь якобы нового образца. Поэтому, возможно, тут у нас какие-то и нестыковки. Хорошо. Второй тоже пошел. Ну и третий у нас остался. Все равно. Причина найдена. Это слизанная вот эта часть. Вот здесь. Язычок, который, к сожалению, не держит. Вот, он должен защелкиваться вот в этот промежуточек сюда, но, к сожалению, он слизан. И я сейчас попробую капнуть сваркой, но, к сожалению, здесь возможности обработки минимальные. Ну, может, нам удастся что-то здесь. Бурмашинкой попробую. Вот, сейчас попытаюсь восстановить замок. Но, если что, купим новый. С этим проблемы, я думаю, нету. Шанс будет только один. Попасть туда. Шанс действительно был один. И мне удалось поставить гульку. Сейчас ее подровняю немножко бормашинкой. Сделаю более острый угол. И, наверное, удастся восстановить.
Не выдержала моя душа, пиканул еще одну гульку, и смотрите, как идеально просто получилось. Сейчас еще подправлю немножко, и все будет вообще четенько у нас. Вот теперь этот замок точно будет работать, 100%. Мне срочно пришлось уехать из гаража. А все почему? Потому что позвонил продавец турбины на наш Мазерати, и мы сейчас едем на дальничок в соседний город. Он в 50, наверное, 5. Ну, в 60 километрах от нашего. Это город Дубровна. Так что нашим всем зрителям, подписчикам из Дубровна огромный-огромный привет. Вот, едем туда забирать турбину. Сейчас заберем турбинку. И завтра ее попытаемся примерить, установить. Ну, надеюсь, что все у нас получится. Потому что у нас атмосферный мотор, а мы будем делать турбированный. Насос мы оставим наш заводской, чтобы не вкладывать большие деньги в эту переделку. А там потом посмотрим. Если нам будет не хватать мощности, мы поставим другой топливный насос или что-то будем другое дальше думать. Но пока что вот такая дорога у нас. Дорожникам спасибо, вроде как расчищена. Можем ехать смело. И, кстати, датчик на УАЗике температуры показывает неправильно. Вот сейчас у нас примерно минус 4, а он показывает 22. Вот, ну, такое бывает. Все, едем. Пожелайте нам удачи. Дальняк на УАЗе я почему-то всегда, ну так, с опаской отношусь. Не знаю, хотя никаких проблем он вроде как не приносит. Загорелся чек. Я здесь остановился по делам и заодно сотрем ошибку. Опа! Очистить. Так что, друзья, на УАЗике все с собой, диагностическое оборудование, как на BMW, в общем. Вот, да я шучу, просто остановился здесь, жду человека и заодно решил удалить ошибку. Раз в 3 недели где-то загорается. Почему? Непонятно. Ошибка по катализатору. Ну, ничего страшного. Это буквально занимает 2 минуты. Турбину я уже забрал. Также взял огромный фильтр с крутящейся штукой. Но нам, к сожалению, придется его снимать, демонтировать, потому что мы будем ставить другой фильтр. Заборник другой. Будем с забором за кабиной, как на оригинальном МАЗе. Так что выдвигаемся. Все хорошо. Главное, что все запчасти есть. Да, там не хватает уголка одного. Все такое не супер, страшноватое. Но, думаю, будет работать. Вот, все. Чек потушен. Двигаемся дальше. Ну что, давайте буду хвастаться уже своими мега покупками. Та-дам! Турбо. Я МЗ-236, но возникла проблема, нету одного уголка. Вот сюда. Поэтому тоже, возможно, возникнут проблемы. Также вот эта приемная труба для турбомотора. И фильтр. Фильтр с крутелкой. Как на комбайнах, там на кировце. Короче, вещь. Я давно хотел такую, чтобы с крутелкой было. Но мы ее не сможем, к сожалению, использовать, потому что будем переделывать. Вот такая стойка. Турбо и впускной коллектор. Разгружаемся и будем примерять. Турбо Мазерати. Ох, будет скоро свистеть наш аппарат. Все, собрал замок, все работает. Ручка, конечно, фуфел полнейший. Разлетелся крепление. Кронштейн вот здесь крепление. Пришлось изобретать гаечку там вот накручивать. В общем, но самое главное, что работает. Все изнутри открывается тоже. Вот, так что все четко. Зазор, конечно, здесь не супер, но да ладно. Следующий этап — это поднятие кабины, и нам нужно примерить, встанет вообще турбина. Мы явно упремся в неподходящие коллектора, потому что здесь старого образца вот эти коллектора выпускные. Ну, посмотрим сейчас, что нам удастся здесь соорудить. Поднял кабину, и первое, что я вижу, это то, что нам мешает воздушный фильтр. И, возможно, у нас одинаковые болты вот по этому коллектору. То есть я сейчас хочу открутить
старенький фильтрик, открутить вот эту часть коллектора, и, возможно, у нас будет возможность... еще нужно будет вот эти глушители тоже подкручивать. И у нас, возможно, будет возможность прикинуть, примерить как-нибудь наши... Да, пока что откручивается это вот так. Ну, возможно, это и хорошо. Это лучше, чем прокручивающиеся болты. Вы не поверите, но с этой стороны открутились два болта. И этот плохой открутился, к которому не подлезть. И вот этот обломался один. А так все открутилось. Возможно, подействовала ВДХ, которая здесь была попшикана. Ну, сейчас буду сражаться вон с тем партизаном. Вот он один, блин, сидит. На него не одевается накидной ключ и, к сожалению, обрезается рожковый. Теперь я понимаю, для чего у каждого мазиста должен быть вот такой инструмент. Это зубило, сделанное из пальца Т-74 и кувалда, потому что без этого инструмента к мазу подходить нельзя. Вы без него не выживете просто-напросто. Кстати, спасибо за зубило Володе, мазисту, который нам изготовил его в кузнице. Сейчас попробую эту гайку долбать, но не знаю, шансов мало. В общем, долбил я, и что-то вот осенила мысль, что, наверное, возможно, подлезет все-таки болгарка. Взял, одел хороший круг на болгарку, вроде подходит. Так часто бывает, что ты вот ходишь вокруг, хотя элементарное решение рядом. Так что сейчас попробую отпилить. Здесь очень неудобно подлазить, но у меня получилось. Отрезал. Красота. Но здесь глушитель почему-то состоит из двух частей. В общем, я уже мокрый весь. Пришлось раскручивать еще. И вот здесь горный тормоз. Все упало вниз. Это не МАЗ, это Мазафака все-таки. Это не Мазерати, блин, это Мазафака. Вот, ну разобрал, ладно. Самое главное, что сделал. Сейчас нужно, очень важный момент, примерить, затащить сюда турбинку, чтобы нам понять... вот этот открутим, он явно будет нам мешать, хотя не факт. Сейчас попробую наживить, вон там болтик один. И тогда будет понятно. Вроде бы по первым вот впечатлениям вроде как становится. Единственное, что я не совсем понимаю. Ну сейчас, чуть позже. Неужели это у нас вот шпильки? Вот на коллекторе. Я думал, здесь просто сквозные болты. А здесь, оказывается, шпильки. Но это не точно. Стоять. Турбина уже хочет ехать. И, кстати, вот нужно почистить обязательно коллектор, тут выдуть, потому что это все пойдет в горячую часть. Так,
Если это шпильки, то ни о какой установке турбины не может идти речь. Но наша сегодняшняя задача определить, подходят ли нам вот эти чугунные коллектора, такие ли у нас коллектора, потому что коллектора эти все разные и может быть попандос. Так что сейчас сюда прикручиваем 2 болтика и смотрим точно. Ну, фиаско. В общем, фиаско, друзья. Не подходят эти фланцы. Они прям совсем мимо. То есть совсем другой диаметр. И их не пересверлишь. Поэтому, поскольку у нас нету там тоже поворота, либо нам поменять коллектора, вот эти вот, на турбовые. Вот, либо, пока не знаю. Скорее всего, то, что не подходит, связано с тем, что у нас старый двигатель, а это турбина с более свежего еврика какого-то. Евро сколько-то. Еще смотрите, интересный момент. Внутри турбина двухлопастная. Видите, там 2 лопасти. Интересно так. Но это ЯМЗ, модель непонятна. В общем, еще одна проблема, точнее 2. Это нам нужно запитать маслом турбину и сделать слив масла для турбины. И пока что я не знаю, если честно, как это реализовать. Допустим, если подачу масла мы можем взять с компрессора, либо топливного насоса, наверное. Ну, нужно еще подумать там, потому что на блоке выходов уже нету, они заняты. Вот, а со сливом проблематично. Если у кого-то есть информация, куда сливается масло, скорее всего, либо в поддон, либо в блок, но я еще по фоткам посмотрю. Возможно, нужно будет сливать масло свежее, которое у нас залито, и снимать поддон, либо просто трубочку вваривать в виде слива. Пока, друзья, не знаю. В общем, запутался. А если запутался, то нужно идти домой. Сегодня пятница, ну, завтра уже никто не работает. Вот, поэтому, наверное, на сегодня это все. Не особо много я успел сделать в этой серии, но было очень много потрачено времени на поиски. Плюс параллельно здесь дела были с Юрой, с Вольвой, провозились, просто ужас. Но уже, правда, он поехал, все хорошо, работает Вольва. Но не могли очень долго найти причину. Поэтому на сегодня все. Огромное вам спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться на наши соцсети, все ссылки в описании под видео. Ну и всем огромная благодарность за поддержку на Boosty. Нас ждет новый проект. Да, уже совсем скоро. Так что не переключайтесь. Это будет спецтехника. Всем только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока.